Привет, друзья! Вы смотрите канал Алга Петербург. Сегодня с нами на связи наш народный эксперт, москвичка Людмила Владимировна Мамызина. Как всегда, у нее есть что нам рассказать и есть чем нас удивить. Поэтому смотрим. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие друзья канала Алга Петербург. Тур Арнау пришлось прервать, и Димаш вернулся на родину. И вот этот период, когда от него, собственно, приходит не так уж много сообщений, новостей, и мы все с жадностью их ищем, ждем. Я подумала, что, может быть, вам будет интересно узнать, что Димаш очень любил и уважал легендарного американского певца, всемирно известного исполнителя поп-музыки, танцора и автора песен Майкла Джексона. Майкл Джексон оказал огромное влияние на Димаша, и поэтому я бы хотела сначала немного рассказать о нем. Он родился в 1958 году в Америке, в бедной, но музыкальной семье, из 9 детей, он был 7-м там. И так же, как и Димаш, он очень рано, с 6 лет, уже присоединился к группе братьев, которые образовали такую группу The Jackson, и уже очень скоро стал там самым главным. И через 4 года эта группа стала широко известна в США. И мировая известность пришла к нему уже в конце 70-х годов, когда он выпустил альбом The Thriller. Этот альбом вошел в историю тем, что он стал самым продаваемым. Было продано 106 миллионов копий. За время своей карьеры Майкл Джексон продал миллиард своих записей, стал обладателем 15 премий Грэмми и 25 раз был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Такого результата никто еще не достигал. В 1982 году он показал свою знаменитую лунную походку. Майкл Джексон, который был лишен фактически детства своим суровым отцом, тот стоял всегда с ремнем практически на всех репетициях. Он очень любил детей и вносил огромные деньги, жертвовал огромные суммы денег на помощь бедным детям, больным детям. Как мы знаем, наш Димаш тоже очень трепетно относится к детям и всегда старается помочь, чем может. Ну, не только детям, да, но и взрослым. По признанию самого Димаша, Майкл Джексон был его кумиром. И он очень многому научился у Майкла Джексона. И как подтверждение этого можно привести его выступление на 14-м туре Сингера, когда он выступил с победительницей этого конкурса в дуэте. И там они исполнили впервые для Димаша, это было исполнение песни Майкла Джексона «The Earth Song», это значит «Песня Земли». И еще там присутствовала группа детей маленьких, которые подпевали им. И вот этот трогательный момент был, когда встали на колени рядом с этими детьми, и очень страстный такой дуэт продолжался, пока они пели. Это было первое его выступление с этой песней. И второй раз тоже после Сингера, с одним из участников Сингера, рэпером Виктором Ма, они исполнили тоже очень интересный дуэт. В дальнейшем Димаш никогда не упускал случая, чтобы не отдать дань уважения Майклу Джексону. И уже в своем первом концерте «Бастау», который был в июне 2017 года, Димаш показал многое из того, чему он научился. Конечно, он очень тщательно готовился к этому концерту, учился танцевать как Майкл Джексон, и там как раз очень много движений характерных, которые исполнял Майкл Джексон. А затем очень тоже трогательно исполнил песню «The Earth Song». Теперь о песне «Earth Song». Эту песню я слышала в исполнении Димаша сначала, а потом услышала ее в исполнении Майкла Джексона. И поняла, почему именно Димаш так полюбил эту песню. Она совершенно необычно звучала у Майкла Джексона на концерте, который собрал, наверное, с несколько сот тысяч зрителей.
И они стояли и окружали сцену, держа в руках зажженные свечи. Это было очень такое эмоциональное воздействие. Майкл Джексон вышел на сцену, на которой разгорелся настоящий бой. Вот представьте себе на сцене там и взрывы, и прожектора, и танк там где-то идет. И, в общем, Майкл поет и задает такие вопросы. А как же рассвет? А как же дожди? А как же наши дети? А что мы сделали с нашим миром? И затем он идет, поднимается на такой подъемный кран, на площадку. Кран двигается буквально над зрителями, повисает над ними. Майкл хватается за поручни и буквально висит на двух руках и поет при этом. Для меня песня «Земли» Майкла Джексона абсолютно ассоциируется с песней Димаша «Война и мир», музыку которую он написал в возрасте 22 лет и под явным влиянием этой песни Майкла Джексона. И сама песня, и музыка, и исполнение ее Димашем – это настоящий шедевр. В ней от Димаша исходит сильнейший посыл, эмоциональный посыл, мощный призыв к миру и против действий, которые оказывает война. Как видите, стремление к миру, любовь к детям и яркий талант объединяют этих двух гениальных людей. Я не берусь их сравнивать, но посудите сами, ведь если Майкла Джексона называют королем поп-музыки, то Димаш, имея невероятный голос и диапазон, вносит много нового в современную музыкальную индустрию и смешивает в своем стиле и оперу, и поп, и рок, и рэп, и джаз, чем вызывает восторг, удивление и восхищение его поклонников. Сам Димаш называет свой стиль неоклассическим или поп-оперой. А я, благодаря Димашу, открыла для себя Майкла Джексона, ведь недаром же он является его кумиром. Благодарю за внимание, надеюсь, вам было интересно. До свидания. Как же приятно смотреть на Людмилу Владимировну, которая с такой нежностью и трепетом рассказывает о кумире миллионов. С нетерпением будем ждать ваш новый выпуск. Алга Димаш.